Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и у нас поступило две, для нас, по крайней мере, новых моделей от компании TUIT. Это TH-UV88 и TH-UV98. Отличаются они только конструктивным исполнением, то есть у 98 больше выходная мощность и больше емкость аккумулятора, 3200 заявлено. У 88 модели, соответственно, 5 Вт выходная мощность и емкость аккумулятора заявлена в 1400 мАч. Обе станции работают в двух диапазонах частот 136, 174 и 400-480 МГц. У них есть дисплей, полноразмерная клавиатура и прямой ввод частоты, соответственно, с клавиатурой. И у них есть аналоговый инверсионный скрэмблер на 8 вариантов. Вот это, наверное, самые такие отличительные особенности данных станций. Мы сегодня начнем тогда с 88 станции, измерим ее потребление, мощность, чувствительность, избирательность. Антенну мы уже проверили. Ну и в следующем обзоре я сделаю тогда тест 98 станции, также по данным параметрам. Начинаем тогда. Не забудьте подписаться на канал. Наша следующая цель достичь 100 тысяч подписчиков. Начинаем с комплектации 88 станции. Так, давайте начнем с комплектации. Тогда вот в такой картонной коробке станция поставляется. Вот основные отличительные особенности, которые указывает производитель. Ну, то есть все я уже назвал, в принципе. Вызов тоновый на 1750 Гц есть. Поддерживается сигналинг двухтоновый и пятитоновый, но в принципе я думаю, что это не особо кому-то интересно. Далее есть с помощью DTMF кодов активация станции и глушение станции, ну или полностью ее можно заблокировать по эфиру. Об этом есть отдельный ролик у нас на канале, можете посмотреть об этих функциях. Здесь мы останавливаться на этом не будем. Так, в комплекте идет инструкция на английском языке. Далее идет клипса на пояс с металлическим, да, крепежом. И отличительная особенность от 98 модели идет с несъемным кабелем питания зарядное устройство, стакан зарядного устройства. 500 мА ток потребляемый. Далее идет вот такая двухдиапазонная антенна. Она отличается от антенны 98. Сразу, да, она рассчитана и на FM приемник, и на два диапазона частот. Стоит на антенне SMA вилка разъем. Далее аккумулятор литий-ионного типа. Емкость указана 1400 мА, 7,4 вольта выходное напряжение на клеммах. К сожалению, емкость заявлена выше, чем на самом деле. Мы емкость измерили, получили 1025 мАч. К сожалению, компания TUIT, да, завышает частенько емкость. Это и у радиостанции Rацию наблюдается, но и вот у этой модели тоже. Но заранее скажу, и у 98 модели тоже емкость не 3200, а гораздо меньше. Я уже в том обзоре это скажу. Ну и сам, соответственно, приемопередатчик в комплекте. Так, теперь по конструктиву давайте начнем. Все классическим образом расположено, то есть посередине дисплей, полноразмерная клавиатура с резиновыми кнопками. Хорошо, что функции выведены именно на клавиши, динамик сверху. Микрофон у нас расположен, не вижу где. Видимо, где-то из прорези динамика микрофон располагается, потому что отверстие микрофона я не вижу.
Так, сверху у нас стоит SMA розетка, антенный разъем, что хорошо, светодиодный фонарь посередине, индикатор работы и регулятор громкости, он же включения. Слева у нас имеется 3 кнопки. Одна это кнопка PTT, передача, и 2 программируемые клавиши. Справа разъем аксессуарный, закрытый, вот такой откидывающийся заглушкой резиновой. Совместим данный разъем с радиостанциями Kenwood. Еще крепление под темляк у нас располагается также сверху. Давайте я антенну поставлю. Влагозащита у станции не заявлена. Крепеж аккумулятора снизу на защелке. Контакты под зарядное устройство сзади. Клипса крепится к аккумулятору. Есть металлические вставки. Аккумулятор для закрепления клипсы. Так, теперь смотрим по весу. Давайте я сразу тогда с 98 сравню. Но вот по высоте где-то на, да, даже, наверное, миллиметра на 3 она пониже, 88-я станция. Но из-за аккумулятора более емкого, естественно, по глубине станция на сантиметр примерно тоньше, 88-я. В сборе без клипсы. Так. Сейчас я в граммы переведу. Так, в сборе без клипсы 223 грамма она весит. 98-я же, в свою очередь, также без клипсы, на 40 грамм тяжелее, 273. Так, ну все, переходим тогда к управлению сейчас станцией. Так, управление у обеих станций абсолютно одинаково. Давайте я включу тогда, посмотрите, насколько быстро станция грузится. Ну, станция чисто аналоговая, поэтому загрузка у нее происходит очень быстро. По поводу кнопок: резиновая клавиатура полноразмерная. Далее есть прямой ввод частоты и есть функции, выведенные на кнопки. Давайте я приближу, вам покажу. То есть есть выбор мощности, есть выбор уровня шумоподавителя, есть переключение Dual Watch. Фонарь тут выведен тоже на клавиатуру. Включение FM радио здесь есть. Переключение, естественно, между активными каналами. Так, теперь по меню давайте я кратко пробегусь тогда по всем пунктам. В замедленной съемке сможете посмотреть определенные пункты, которые вас интересуют. Они абсолютно одинаковые, но и меню похоже на все радиостанции TYT. Давайте листаем тогда, да? Сейчас я тогда на первый перейду. И будем перемещаться. Dual Weight, обратите внимание, это именно за частотами слежения, а не за частотами и приемником. Ограничение на передачу. Vox. Roger есть. Смотрите, есть функция сохранения энергии аккумулятора. Тоже по умолчанию она включена, поэтому мы ее отключать не будем во время проверки токов потребления. Автоклавиши, подтверждение голосовое. Это отображатели вольтаж при включении. Вот напряжение на аккумуляторе текущее 8,2, то есть полностью заряжен. Это смещение для работы с репитером. Это коды аналоговые на прием и на передачу. Это у нас, да, направление смещения для работы с репитером. Это шаг сетки частот. Давайте я вам покажу, что есть 6.25 для работы в MR диапазоне. Давайте сразу 25 выберу. Так, ширина канала.
это поиск, кстати, кто-то из подписчиков спрашивал, есть ли поиск CTCSS и DCS есть отдельно. То есть набираем, и он начинает у нас станция искать цифровые коды. И выбирает его автоматом, если он на каком-то остановился коде, то он автоматом его выбирает для работы. Так, ну давайте с меню тогда закончим, потом уже... Так, вот он скрэмблер. Как видите, 8 вариантов скрэмблирования у нас выбирается. Так, это тоже с блокировкой связано, это отображение на дисплее. Вот DV, вот такое обозначение, это работа именно с радиоприемником, то есть будет ли приниматься одновременно с слежением за каналом, будет ли приниматься радио. То есть могли бы они как-нибудь DVR, например, назвать, чтобы как-то эти функции отличались. Так, это общий сброс. Версия радиостанции тоже вы можете видеть на экране. Ну вот и все, в принципе, такое незамысловатое все управление, в общем-то, похоже на другие станции, на те же Baofeng, ну и на TYT тоже, естественно. Так, допустим, как переходить между активными частотами, то есть кнопка AB переключает нас между частотой. Если включен канальный режим, то можно переключиться в VFO, в режим прямого ввода, вот нижней кнопкой. Далее, ну что еще показать? Длинное нажатие включает радиоприемник, нижние кнопки, длинное нажатие. Ну и все, чтобы добраться до каких-то быстрых клавиш, ну или вспомогательных клавиш, то есть надо проезжать F и нажать соответствующую клавишу. Далее заходим и, например, меняем уровень на единичку для проверки чувствительности. Ну то есть кнопки, заметьте, не переназначаются в меню, только через программное обеспечение их можно переназначить, если вообще можно. Мы программное обеспечение у этой станции не запускали. Так, нижняя кнопка по умолчанию, короткое нажатие отключает шумодав. Нижней функции, у нижней кнопки на длительное нажатие функции нет. Верхняя кнопка коротким нажатием включает фонарь. Длительным нажатием. Так, ну-ка. Длительным нажатием служит кнопкой передачи. Тон передает, как вы можете слышать. Передача тона назначена на верхнюю кнопку по длительному нажатию. Так, по поводу поиска поднесущих, смотрите, остановимся немножко. Вот здесь включен захват частоты и, соответственно, поиск поднесущей тут тоже осуществляется на ретевисе. Вот на этой станции я буду излучать на 434, кстати, я вот покажу вам, что 434, да, стоит частота. Давайте приблизим. 434 заходим, запускаем поиск CTCSS кодов, вот начинается поиск, да. Здесь тоже поиск идет полностью с несущей и поднесущей. Нажимаю на передачу на втором канале. Вот, то есть станция реагирует, да, но 67 Гц я передаю. Вот здесь, видите, все правильно определилось. 67 Гц, 434 МГц. Ну, тут погрешность небольшая. Здесь же он найти поднесущую не может, хотя даже частота, та же самая несущая выбрана. Как видите, с поиском поднесущей у нас проблемы. Так, давайте проверим выходную мощность. Мощность на станции установлена высокая.
Символ H горит на дисплее. Проверяем частоту сначала 434 МГц ровно. Так, приближаем. Включаем прибор. Так, ну давайте я 10 Вт возьму полную шкалу. Риски нанесены снизу, сверху сами цифры нанесены снизу. Нажимаем на передачу. Так, ну 4,7 ватта. Так, 4,7. Теперь Power. Squelch level. Power. Enter. Смотрим средний уровень мощности. Escape. 2 ватта ровно. Menu. Так, и Power. Enter. смотрим Enter. низкий уровень мощности. 1 ватт. Так, ну еще 145 МГц ровно, тоже уровень мощности высокий. Смотрим здесь. Так, ну тут 5,5 даже, то есть чуть даже больше, чем заявлено, 5,5 ватт. Так, в выключенном состоянии 193 микроампера потребляет. В общем-то многовато, конечно, но можно оставлять. То есть 0,2 миллиампера, грубо говоря, она потребляет, поэтому не будет она разряжать сильно ваш аккумулятор, если вы ее будете оставлять на станции. Включаю питание. Напоминаю, что защита или функция экономии энергии включена. Слежение идет за 2 каналами. Вот видите, приемник выключается 14,8. Станция потребляет миллиампер, когда приемник выключен. И когда проверяется активность, я думаю, она будет чуть повыше потреблять. Да, дисплей сейчас выключен. Так, отвлекли, и в итоге мы уже выждали 440 сэмплов. Но смотрите, потребление 15 миллиампер у нее в режиме ожидания. В принципе, более-менее неплохо. Это Dual Watch включен. Так, теперь на полной громкости давайте сразу посмотрим, сколько она потребляет. Радиостанция QIT THUV 88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 167 миллиампер на полной громкости. Так, и передача смотрим. Так, мощность у нее, да, высокая. — 1510 миллиампер. Смотрите, интересная особенность у станции. Это сейчас Dual Watch выключен. И она потребляет столько же абсолютно, сколько и когда он включен. Поэтому можно смело следить за 2 каналами. Никак это на потребление станции не влияет. То есть вот могу вам показать. Видите, символов DV не горит. И на 434 я вот, например, сейчас начинаю излучать с другой станции. Никак станция не реагирует. То есть она следит только за 1 каналом. Но потребление у нее остается прежним. Так, давайте рассчитаем время работы. Потребление у станции относительно невелико, 15 миллиампер всего лишь. Это неплохой показатель. Далее, емкость аккумулятора, конечно, слабовата. 1025 мАч реальная емкость, поэтому в цикле 5-5-90 5% время работы на передачу, 5 на прием на полной громкости и 90% времени работы в дежурном режиме мы получаем 61,8 часа. Это неплохой результат, но для емкости, например, у 98 модели, если потребление останется таким же, то, конечно, она будет значительно выигрывать, потому что 1025 мАч маловато. Ну, вот такие результаты. Переходим к чувствительности.
Так, давайте проверять тогда чувствительность станции. На 434 уровень шумодава у нас стоит на единичке, как вы видите. Смотрим Escape. чувствительность. Так, амплитуда. Включаем модуляцию частотную. Включаем высокочастотный выход. Так, увеличиваю амплитуду сигнала. Минус 124 dBm. Это на 434. Так, теперь на 145. Также я переключился на 145. Уровень шумодава здесь также на единичке стоит. Escape. Так, меняем частоту на 145. И увеличиваем снова амплитуду. Даже на минус 125 она открывается. Так, теперь переходим на 434 мегагерца снова. И проверим избирательность по соседнему каналу. Подступаем помехой высокочастотной тогда на 10 килогерц вверх. И сейчас с уровня чувствительности минус 124 dBm будем отсчитывать значение, когда шумоподавитель станции откроется от большой помехи на частоте, отстоящей на 10 кГц. Смотрим тогда, увеличивая амплитуду. Проверяем избирательность по соседнему каналу. У нас уже открывается ретейлис, опять же не подключенный к генератору на частоте 434. TYT не открывается. Но вот смотрите, на новых чипах, это, я так понимаю, на бэкене построено тоже. Здесь все хорошо с избирательностью, то есть фактически больше 120 единиц избирательность даже при отстроении на 10 кГц. То есть здесь все с избирательностью в порядке. Допустим, на 5 кГц я сейчас вот или на несущую уйду. Вот она, станция открылась. Так, давайте продемонстрируем тогда прием и замерим максимальную громкость динамика. Смотрите, специально стоит 1 к 4 хранение, ну или сохранение энергии аккумулятора, поэтому смотрите, будут ли съедаться первые фразы. Принимаем на радиостанцию TYT THUV88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции TYT THUV88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это был второй режим скрэмблера на радиостанции THUV88. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по радиостанции THUV88H. В принципе, станция неплохая. Единственное, если бы не было THUV98. Если вот она себя также проявит, да, в последующем обзоре по, допустим, чувствительности, избирательности и потреблению, то, конечно, она будет предпочтительней. По какой причине? По той причине, что разница в цене буквально сейчас 300 рублей.
Но преимуществ здесь гораздо больше, то есть и аккумулятор больше, и мощность должна быть выше, и антенка штатная тут чуть лучше, вот эта антенна, которая идет в комплекте, поэтому станция неплохая, но имея конкурента от себя же, да, своего же производства в виде THUV-98, выигрывает она только по компактности и весу на 40 грамм. В остальном, я думаю, что они будут идентичны, и это будет предпочтительная станция. В целом по этой станции мощность заявленная соответствует, емкость, к сожалению, да, ниже почти на 40%, чем заявленная, но потребление небольшое, поэтому получили мы время работы в цикле 5590 среднее 61 час. Динамик достаточно громкий, антенна штатная тоже вполне приличная, 1,39 у нее на 140,5 МГц и 1,32 у нее на 444 МГц, 444-625. На сайте эти все фотографии есть. И график достаточно пологий, то есть в 400 она фактически работает полностью. Но из недостатков, что мы увидели? Во-первых, малая емкость батареи, то есть даже ниже, чем заявлено. И так-то она заявлена на 1400, но здесь еще меньше. И поиск поднесущий, мы так и не поняли, функция, похоже, не рабочая. Если знаете, может, мы что-то упустили из вида, как эта функция работает. То есть мы встали даже на несущую, то есть на 434 ровно. Здесь задали эту частоту рабочую. Несущую с CTCSS и DCS выбрали на другой станции. Начинаем излучать в режиме поиска, но обнаружение поднесущей и аналоговой цифровой не происходит. Поэтому, если кому-то эта функция нужна, то она здесь не работает. Скрэмблер речи мы проверили, все в принципе скрэмблируется. Про скрэмблирование есть отдельный ролик на канале, можете посмотреть, насколько надежно он защищает. По избирательности, по чувствительности проблем нет. То есть станции поставим мы, наверное, 3 балла даже, потому что с емкостью наврали, емкость батареи малая, функция, одна из функций не работает, поэтому, да, 3 балла. Вот эта станция, наверное, получит побольше у нас. Все, тогда обзор на эту станцию с большим аккумулятором и мощностью большей 98 будет попозже. Кому видео понравилось, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. На этом закончим тогда. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.